эфире канал «Частное мнение русского немца». Здравствуйте, мои дорогие подписчики и зрители моего канала. Я приветствую вас на моем канале «Частное мнение русского немца». Сегодня поговорим о Владе. Он выпустил новый ролик под названием «Так, что нам дала Россия?». Но я сразу вначале вам скажу, Россия Владу ничего не дала. Ну а сейчас я вас попрошу, чтобы вы подписались, поставили лайк, написали комментарий, поделились этим роликом. Но если вы все это сделали, не забудьте еще нажать на колокольчик. Ну я знаю, что вы очень умный народ, который меня смотрит. Так что захайпите это видео еще. И конечно подписывайтесь на мой телеграм-канал. Ссылка в описании. Ну а теперь я еще хочу вас попросить, чтобы вы на канал vom Fuchs aus Deutschland тоже подписались или написали комментарий, ну или посмотрели эти ролики от этой женщины, потому что она очень досконально все данные собирает. Это меня даже удивило, как она все точно рассчитала и показала. Или можно сказать, рассказала. Очень все досконально. Ну и, конечно, канал «Самое важное» с Эрихом Вайсом. Его тоже посмотрите. Он тоже очень досконально все это разбирает. Житье-бытье в России. Влад составил пропагандистский ролик. Как переезжать в Россию? Или что дала Россия Владу? Он сперва зачитал комментарий, как одна женщина переехала обратно в Россию. Она жила 5 лет в Германии и потом переехала обратно в Россию. Почему она переехала в Россию? Опять виноваты дети. Мол, на детей был буллинг. Да, я должен сказать, буллинг это вообще нехорошо. Но опять же, я могу одно только сказать, тут родители сами виноваты. Потому что если буллинг происходит, можно просто пойти в полицию, ну и пожаловаться. И полиция приезжает в школу и начинает разбираться. Если сейчас кто-то хочет мне сказать, что это неправда, то я могу только одно сказать. Так я читал в газете, это произошло в одном городе в Германии, и что там даже полиция приехала и стала разбираться. И эти дети, которые там буллинг вели, их очень крепко наказали. Хотя эти дети были где-то 14-15 лет. Я думаю, такой официальной информации можно верить. Да, и люди в этом городе про это рассказывали. Многие на работе рассказывали, что там случилось в этой школе. И очень много писалось потом в газетах про эту школу. Ну и, конечно, в Германии, если кто-то тебе, например, велосипед сломал, или камеры порезал, или еще что-то сделал, да, тут можно тоже пойти в полицию. И все. И этому человеку, который это сделал, если его поймают, ему не очень хорошо будет. Так что я могу только одно сказать. Что тут эта женщина сама была виновата, что против ребенка был буллинг. И это был один случай, который я прочитал в газете. Да, и это было, очень так громко сделано все. И я могу только одно сказать, что, конечно, там еще больше есть. Но там родители ходят в полицию, и потом происходит что-то. Это не Россия 90-х годов. А что происходило в России в 90-х годах? Вспомните-ка, как вы, например, с техникума шли домой. Или с института шли домой. Вы получили свою стипендию. Получили ее. И что происходило? Вас встречали и говорили, вам сегодня выдали деньги. Давай сюда свои деньги. Мы у тебя их заберем. Да, такое было. И не надо говорить, что такого не было. Это была Россия. И если ты даже в полицию пошел, тебе никто не мог помочь. Абсолютно никто не мог помочь. Потому что полиция, она такие дела даже не брала, даже не рассматривала такие дела.
В России в 90-х годах рассматривали дела как убийство, как изнасилование и все вот такое. А такое, что там студентов обдирают, это российская полиция даже не смотрела. Ну а потом показал Влад отрывок с человеком, который переехал в Россию и попросил у Путина гражданство. Да, интересно. Только он не рассказал, что у этого человека в Германии долги, и что этот человек убежал от долгов. Вот понимаете, он вот этого ничего не рассказал. Ну а следующее, он сказал, что этот человек родился в Германии. Да, вот тоже интересно. Он же не родился в Германии, этот человек. Он родился в Узбекистане, как я знаю. И вот теперь посмотрим. Этот человек родился в Узбекистане. Переехали в Германию. Он выучился в Германии. Стал хорошим поваром. Очень отличным поваром. Сделал свой ресторан. Ресторан не пошел. Ресторан сделал очень большие долги. Ну и что теперь делать? Этот человек берет и переезжает в Россию. Вот такие люди переезжают в Россию. И вот таким людям россияне очень рады. Вот представьте себе, вот таким людям. И, конечно, людям в России очень понравилось, когда этот человек сказал, что россияне живут лучше, чем в Германии, что у них все лучше, чем в Германии. Да, интересно. Я думаю, если бы этот человек не имел бы проблемы в Германии, навряд ли бы этот человек когда-нибудь переехал бы в Россию. У него был хороший ресторан, у этого человека. Только в экономике он не разбирался. Я так думаю, что этот человек хотел только готовить. Только готовить. Но а что там еще больше работы есть, если ты свой ресторан открываешь? Он об этом не подумал. Ну и, конечно, к этим словам, что этот человек сказал, что в России все сейчас хорошо. Вот скажите, пожалуйста, что в России хорошо? Уже 1 миллион человек убежало из России с начала войны. Только вот это, если мы возьмем, почему хорошие люди, у которых хорошая профессия есть, которые инженеры, почему они все убежали из России? Почему минимальная зарплата уборщицы, например, которая получает 450 евро в месяц, больше, чем у какого-нибудь инженера в России, в некоторых регионах? И надо еще сказать, что эта уборщица, она не работает по 8 часов в день. Она работает только 4 часа в день и 2 раза в неделю. Ну а теперь скажите, как работают инженеры в России? Да, правильно. Им приходится по 10 часов работать, если даже не больше. И каждый день по 10 часов. Каждый день по 10 часов. За какие-нибудь 400, 500, 600 евро в некоторых регионах России. Ну а следующий комментарий, что он зачитал, что, мол, перебежчики не сказали даже спасибо Германии за то, что она их тогда в 90-х годах приняла хорошо, накормила, обула и, например, дала профессии. Что эти перебежчики даже спасибо за это не сказали. Да, многие перебежчики не сказали за это спасибо. Тут эта женщина полностью права. Я с ней полностью согласен. Вы знаете, мы приезжали в Германию, у нас только сумки были. А теперь через 30 лет, если я так подумаю, что мы все имеем? Вот скажите, люди из Германии, которые переехали, например, из России, из Казахстана, вы бы всего этого добились, если вы бы жили бы дальше в Казахстане или в России? Я думаю, нет.
Ну а потом Влад стал рассказывать, что ему, например, никто билеты не оплатил, когда они переезжали в Германию. Да, тут я себе задаю опять вопрос. А почему ему не оплатили билеты? Почему, если он с родителями переезжал в Германию, ему не оплатили билеты? Что там было? Но он хочет в следующем ролике это рассказать, как я понимаю. Ну ладно, в следующем ролике мы это узнаем. А следующее, что он стал рассказывать, что когда он переехал в Германию и уже в лагере жил, и когда он на самолете летел и там кушал в этом самолете, что у него все так плохо в животе стало, что он с унитаза вообще не слезал. И что ему бутерброды давали с соком. Вот я теперь хочу всех людей спросить, которые в Германии теперь живут. Вспомните-ка, 30 лет тому назад, или некоторые еще позже, неужели вам давали бутерброды с соком? У нас, например, был один человек, я вспоминаю, он тоже почему-то бутерброды соком запивал. И вы знаете, повара, которые там были, или люди, которые выносили кушать, они очень удивленно смотрели на этих людей, которые бутерброды кушали с соком, запивали соком. Это было для них удивление. Потому что в Германии принято на завтрак всегда кофе или чай давать, но больше кофе. Вы знаете, я спросил у моих родственников, а было ли у кого-то такое, что им приходилось бутерброды соком запивать. Они сказали, не было. Не было такого. А потом он стал рассказывать, что они попробовали борщ сварить в кастрюле. И в этой кастрюле было столько калька после того, как они там воду вскипятили, что аж 2 сантиметра толщиной кальк был. Кальк, как вы знаете, это накипь после кипятения воды в чайнике. Да, такое в Германии бывает. Но чтобы после одного кипячения накипь 2 сантиметра составляла, нет, такого не бывает. Hier hat einfach gelogen und so gelogen, dass die Balken haben sich gebogen. Ну а потом он стал давать ответ, как Россия помогла, например, этим перебежчикам переехать в Россию. Что Россия заплатила, например, за переезд. Что, например, машину не надо было растормаживать. Вот теперь скажите, пожалуйста, в какой стране еще возможно, чтобы машину притащить из другой страны и чтобы на этой машине там ездить? Все люди, которые переезжают в другую страну, они не берут свои машины, свои автомобили. Они их оставляют, они их продают и берут с собой деньги. Только в России, только если кто-то в Россию переезжает, они берут с собой автомобили, потому что они прекрасно знают, что в России не могут автомобили строить. Да, так оно. Ну и, конечно, я еще раз повторюсь. Мы все переехали из России или из бывшего Советского Союза или из республик Советского Союза просто с чемоданами. Ни у кого не было машин, автомобиля, ни у кого. Мы все просто переехали. Да, вот так это в жизни было. И потом он говорит, что они переехали в Россию только из-за свободы, что в России столько много свободы. Да, какая в России свобода? Он даже свою мечту за 14 лет еще не осуществил. А почему он ее не осуществил? Да потому что ему надо работать, 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 чтобы он как-то мог прожить в России. Только прожить. А мечты, навряд ли какие-нибудь мечты он сможет сделать, исполнить. У него была мечта поездить по России, но до сих пор он ее не осуществил. А почему?
я могу прямо так сказать, что у него нету денег на это. Что все деньги уходят просто на жизнь. Просто в России все очень дорого. Ну и потом он стал рассказывать, что люди в России зарабатывают 40 тысяч рублей. Вы представляете? Влад сказал, что люди зарабатывают в России 40 тысяч рублей. Вот видите, как эта вся сумма, когда они рассказывали по 100 тысяч, по 200 тысяч, сейчас все больше и больше на правду похоже. Понимаете, 40 тысяч рублей зарабатывают люди в Белгородской области. Что такое 40 тысяч рублей? Это 400 ойро. 400 ойро. Или евро, можно сказать тоже. Что вы можете купить на 400 евро, например, в Германии? Ничего вы не сможете купить на 400 евро в Германии. Такое, очень хорошее. Ну и, конечно, он стал хвастаться, что, например, его доченьки на бюджетном обучении находятся. Окей, они находятся на бюджетном обучении. Но опять же, как тяжело это бюджетное обучение получить? Вот скажите мне, как тяжело? Что надо пройти? Сколько кругов ада надо пройти, чтобы получить это бюджетное обучение? И потом тебе нельзя ничего против учителя, против декана, против еще кого-нибудь, чего-нибудь сказать. Потому что если ты что-то скажешь, тебя очень быстро выкинут с этого обучения. Конечно, можно сказать, отчислят. Но вы знаете, тут можно прямо так сказать выкинут. Потому что если ты свое мнение сказал, и за твое мнение тебя отчислят, это уже называется выкинули тебя, а не отчислили. Ну и, конечно, я еще хочу добавить, в такой, как они всегда говорят, большой, богатой, великой стране, что люди платят за обучение, это очень плохо. Очень плохо. Там должны люди получать бесплатное обучение. И это бесплатное обучение должны в любом возрасте люди получать. И если кто-то не сможет что-то выучить, должны какую-нибудь другую профессию этому человеку дать. И всегда помогать этому человеку, потому что все вот эти перебежчики, да и все эти пропагандисты говорят, а Россия такая великая страна, такая богатая страна, столько недров спрятано в этой стране, столько золота, столько нефти, столько газа, все есть в этой стране. А почему тогда людям приходится платить, например, за обучение? Ну а теперь я расскажу вам, какая у нас сегодня погода. А у нас сегодня, не холодно и не жарко. Можно сказать, где-то так 5-6 градусов. Но жить можно. Ну а теперь я попрошу вас всех подписаться, поставить лайк, написать комментарий, поделиться этим роликом. Но если вы все это сделали, не забудьте еще нажать на колокольчик. Ну а если вы вообще очень хороший человек, не забудьте захайпить это видео. Тогда я пойму, что вы самые хорошие люди. Но вы знаете, я так думаю, что вы самые умные люди, которые меня смотрят. И поэтому я не буду объяснять, как надо хайпить. Потому что я знаю, что вы это умеете. Ну а теперь по старой традиции auf Wiedersehen и до свидания. Мои любимые подписчики и зрители моего канала.